У нас реально практически никого на танцполе не было. Как вы сказали об этом родителям? Так вы вот музыку делаете зачем? Изменилось ли вообще что-то? Ну, изменилось. Вера в русский комьюнити появилась. Русские могут копировать. Хоть спам 500 сообщений, тебя увидит кто-нибудь. Flashpoint парадокс. Пузатерить. У вас довольно такой плотный, Потому что так проще. Ну, в девушках у нас, конечно, разные вкусы. Это необычный. Мы все время вместе, поэтому Андерграундом, да. слишком андерграундом, да. Ну, естественно, мне нравится. Это классная. Окей, ребят, вы таких два бравых молодых богатыря, молодца. Сколько вам сейчас лет? Скажите, да, на камеру всем, кто вас, той аудитории, которая вас не знает и, возможно, никогда не слушала вашу музыку. 14. 14 лет. с виду 16 где-нибудь так. Ну, 26. Уже 26. Вот в эти 26 лет какие страны уже в гастрольных турах, да, вы побывали, какие страны за плечами и на каких фестивалях уже успели поиграть? Тоже вопрос для той аудитории, которая вот вас с вами может не знать. Ну, мы практически всю Европу объездили. Ну, вообще всю, по-моему, кроме Румынии. В Румынии еще не были. Ну, Люксембург, Лихтенштейн. Швейцарию мы так и не доехали один раз. Там, ввиду определенных обстоятельств, не смогли. А так практически, в принципе, все. Да, всю Европу. И Скандинавия, наверное, Не было. особо, да. Да. Так, просто проездом были, но... Ну, Англия тоже была. Помимо Европы, где еще были? Ну, вот Англия, помимо Европы, если вот. Да, Евросоюз. А на брать. других континентах еще пока Не, пока еще нет. Сейчас планируем, может, Азию и... Ну, в Америке особо так не популярна эта музыка, то есть, если только на какие-то... Вот в Южную Америку, там, Колумбия, там Да, мы многие уже- хотят, но им нужно скоординироваться и сделать тур, потому что иначе это не... Но тем не менее, я считаю, 26 лет это вообще очень такой серьезный уровень для музыкантов. 26 лет немногие, далеко не многие могут, да, похвастаться таким послужим большим списком. Вот как вы считаете, почему, с чем связана такая, ну, серьезная ваша популярность в Европе и такая относительно в сравнении с Россией небольшая популярность здесь? То есть это там музыку просто больше такую слушают или что, с чем это связано? Ну, мне кажется, просто этот стиль более популярен там. То есть, ну, везде своя аудитория. Ну, вот Чехия, например, со Словакией, они больше... Вот сейчас реально столица и драм н бейс, столица мира. И как-то, не знаю, вот мы реально кочуем по Европе с этой музыкой. В России как-то изначально это было как-то слишком андерграундом, да. слишком андерграундом, да. И сколько вот мы начинали, мы играли в Тоннеле в Питере, в клубе Тоннель. У нас реально практически никого на танцполе не было. Вот первые наши сеты, ну там лет 16, наверное. Вот, Ну, вообще, первый сет был на ГЭСе. Ну да, ну Да. первые Да, а так вот именно, когда мы начали уже полноценные. заниматься именно вот конкретно каким-то своим звучанием, определились со стилем больше, тогда сначала, да, никого не было, потом начали уже постепенно приходить вот люди именно на нас, там, именно хотели слушать то, что мы играли уже полгода назад или год назад, а у нас уже это как бы вот здесь сидит все, потому что мы это уже 400 раз отыграли, это уже неинтересно, а людям только это заходит, а в Европе как бы все немножко вот... Да, так как мы изначально на европейском рынке стартовали, то есть мы не гастролировали по России, да, в принципе сейчас особо гастролей по России нету, а в основном все только Европа. Поэтому мы и, соответственно, наша вся музыка, стиль и подача, она была рассчитана на Европу. А в России немного это не приживалось, ну, либо, по крайней мере, не смотрелось, либо аудитория к этому не готова. Вот. И поэтому у нас больше фокус был на Европу, нежели в У вас Россию. сейчас есть продюсер или человек, отвечающий за ваше продвижение, или вот вы сами за себя? Ну, наш проект такой, он достаточно уникальный, и вот в плане продюсинга конкретно никакого человека нету, то есть у нас команда из нас двоих, которая занимается, в принципе, всем, то есть там... У нас есть букинг-менеджеры, которые занимаются именно мероприятиями нашими, то есть если кто-то хочет нас пригласить, он пишет не нам напрямую, а пишет конкретному Да, лицу. в принципе, как весь цивилизованный мир работает. В принципе, так это все. Конкретно там нету, у нас нет команды там SEO или там, не знаю, SMM-щиков, продюсера, который бы там, да, занимался именно конкретно менеджментом проекта, такого нету. В каком году было ваше первое большое выступление?
большое в России или большое, в принципе, во всем? Во всем вот... А вот это самое трудно первое сказать. большое. Да, это даже на самом деле... Потому что это было очень давно. Мы первый раз вообще играли в Европе в 17 лет. 16. В 16 лет. И Ну вот да, я читал, что это, ну, хотел уточнить, правда ли, что первое вот ваше выступление, получается, более-менее крупное, было в 2008 году в Дрездене. Да, Да? Это Ну, вообще, в принципе, это вообще самое первое выступление в Европе было. То есть это, получается, было 10 лет назад, вот сегодня уже 18 да, год, да, получается, ровно. Вот, и тогда вам было примерно 17-18 лет, 16 лет. 16, нам не было 18, точно. Так. Вот мне интересно, в этот момент, как вы сказали об этом родителям, то, что, ребят, мам, пап, мы, типа, уезжаем играть. Ну, это на самом деле было смешно Выступать. очень, потому что изначально еще у меня одного вышла пластинка тогда на испанском лейбле. И когда с нее пришли первые деньги, ну, с продажи, там, отчисления, мне переслать не могли эти деньги, потому что я несовершеннолетний, на мне нет ни счета, ничего. Мне нужно было дать данные моего папы туда, чтобы на него переслали. Ну, естественно, никто из родителей в это не поверил. Говорит, да кто будет отсылать 16-15-летнему мальчику деньги? А сумма на тот момент была как бы значительной. Вот. Ну и в итоге, когда мне деньги переслали уже на папин счет, родители поверили, что с этого как бы ну, не просто так мы этим занимаемся, и Да, ну, это может приносить и прибыль, помимо удовольствия, и всех вот этих... Ну, тем более мы этому как-то достаточно сильно отдавались, то есть мы могли сидеть там часами, днями, ночами сидеть и делать, потому что это интересно, потому что это что-то новое ты создаешь, ты не забираешь у кого-то что-то и передаешь кому-то, это ты именно создаешь что-то новое. Ну, и себя. Это завлекало, Да. это реализовывался через это. И, соответственно, ну... Родители поддержали уже, и как бы, когда уже пошли первые предложения на выступление, естественно, родители очень сильно переживали и ну, не особо хотели нас отпускать куда-то. Но... И тем более в Европу Да. до Ну, у нас 18 был- сам не уедешь. Да, поэтому мы как бы еще и поехали с сестрой с кипой документов, там, короче, отдельная морока была. Но именно сам первый кейс вот этого, как бы, грубо говоря, заработка, да, что вот мне прислали отчисления с пластинки, подстегнул родителей как бы поверить, что надо нас отпустить и надо как бы дать нам шанс попробовать это Да, сделать. то есть люди старой формации, они не понимают, как работает вот, в принципе, там вся интернет-торговля, вообще в целом, вот эти вот все дела. Тогда еще, в принципе, и не было там особой интернет-торговли, и там Трудно было поверить, продавали что винилы, и все. В интернете или как-то вот через интернет можно заработать, или можно вообще существовать. То есть это было как бы как развлечение. Но Да, как говорит дедушка. да, наш дедушка сказал как-то, говорит, так вы вот музыку делаете, зачем? Я говорю, ну, если вообще, ну, для себя делаю. Говорит, ну, как бы вы же время тратите, мы пошли бы работать, деньги зарабатывать. Я говорю, ну, с этого тоже можно зарабатывать. Говорит, а кто будет покупать вашу музыку? Вот. Зачем ее покупать, если ее можно скачать? Да, то есть такое мышление, что даже в принципе, а почему все должны именно твою музыку покупать, не чью-то другую? Не там, не Киркорова, не кого-то еще, ну, там, условно говоря. Почему именно ты, твою, да. почему, откуда тебя знают люди? Они не понимают, как это все работает, поэтому для них это тяжело. И вот определенные вот такие вот моменты, как мейджор, такие шаги. Но вот с этого момента их отношение поменялось, Да, это Да. вот как бы вот этот кейс, он послужил дальнейшему взаимодействию плотному. То есть родители поверили в эту тему и уже всячески Дали нас добро. поддерживали. Да, дали добро, грубо говоря. Потому что если без их добра мы бы не поехали. Как это было вообще? То есть вот это первое приглашение на первое выступление. То есть написали на e-mail, сказали, типа, чуваки, приезжайте. В ICQ. Это еще было ICQ. В ICQ Да. даже. И AIM, AOL, который. В общем, мы мы сделали там первые более-менее такие дарковые треки. Мы тогда делали их вместе, ну как, условно вместе, то есть выпускали под именем Ганчер, но в основном работали вместе. Просто Леха больше уходил в такой в нейро... Тогда еще не Руха, которая старая была, это может даже как в стиле бактерий, Pendulum ремикс, вот такого плана, там это что-то такое. Ну, вот. олдскульщина такая, да. А я больше проникался даркухой. И вот, ну, ломаными ритмами и тому подобными. И вот выпустил, получается, EP-шку на лейбле там немецком. Ну, русский парень какой-то держал лейбл. И благодаря этому релизу болгарский продюсер Кух, он, не помню, то ли я ему скинул, то ли он купил этот релиз. И он его сыграл. И, значит, мне очень нравилась его музыка. Я ему написал, что говорю, вот так и так, вот мой релиз. Он говорит, да, у меня есть.
Мы с ним списались, он сказал, что очень круто по звуку, ну там нужно кое-что доработать, я тебе могу помочь, советами туда-сюда. Потом я ему сказал, сколько мне лет. На тот момент там было тоже лет, не знаю, Лет 15, да, 14, до 16 лет точно Да. было, 15-14 может даже. Он тогда как бы удивился этому очень сильно и сказал, что не может быть такого, в принципе. Он сначала не поверил, мы долго с ним разговаривали. В итоге потом он сыграл в Питере, я приехал на эту вечеринку, кое-как туда попал, потому что я еще маленький был совсем, там уговорил охрану пропустить меня. Мы с ним пообщались вживую, и он говорит, типа, я всячески буду помогать тебе, потому что у тебя есть потенциал, и как человек хороший. И, в общем, мы сдружились, и он сказал, что говорит, я обязательно тебя порекомендую кому-нибудь. Ну, как бы, живя в России, мы понимаем прекрасно, что значит, я тебя порекомендую, да, братан, конечно, супер. Но он реально сдержал свое слово и сказал, когда выступал в Дрездене, он сказал ребятам, что вот есть два брата из России, пишут музыку, я ее играю, это очень круто, и вам она понравилась тоже, когда я ее играл. И вот немецкие промоутеры, они как-то прониклись этим, написали мне на MySpace, по-моему, сначала, спросили контакты, ICQ, AOL, и вот мы уже с ними списались, и они говорят, давайте я вас привезу. Сначала хотел меня привезти с гонораром, со всеми делами, но я говорю, давай лучше нас с братом вместе привезешь без гонорара. Вот. Но потом выяснилось, что мы вдвоем лететь просто не можем, потому что нам нужно еще приехать с сестрой. Поэтому это формально это был минус, потому что да, родители поэтому платили первое за сестру. выступление у нас было в минусе. Мы заплатили, грубо говоря, за перелет сестре, плюс там нужно было сделать визу, там 1000 документов. Нас сначала не пускали в клуб, там, потому что мы маленькие были совсем, полиция не верила, что зачем мы тут находимся и почему. Вот. Ну, это уже другая такая история, но, в общем, вот это было примерно так. Это Все был удивлялись. первый опыт. Да, первый опыт, выступления. да, и мы играли 3 часа. 3 часа выступления у нас было. Всем безумно понравилось. Да и мы как бы были вот прям как энерджайзер батарейка. Мы просто скакали, прыгали, играли. Все подряд, все, что у нас было. Людям очень это зашло. И, может быть, благодаря этому пошел вот такой вот как бы снежный ком. Люди начали об этом говорить, потому что мы дети, мы до 18 и вообще из России, где Россия там с медведями и с балалайками, и сюда приехали играть жесткую музыку. Ну и да, наверное, тогда еще послужило большим таким плюсом. Что мы, во-первых, маленькие. Никого, в принципе, из России в Европе особо не было, там, может, там, за исключением пары артистов, и то они как бы достаточно взрослые были ребята. А тут... На фоне слишком разнилось вот это вот. Да, то есть это такой... контраст. Контраст был. И вот на контрасте выехали вот так вот. Вот прошло 10 лет спустя вот с того времени. Что в музыкальной индустрии и вот на тех мероприятиях изменилось? Изменилось ли вообще что-то? Или... Изменился подход. Да, все, в принципе, меняется. Да, все меняется там... Как в лучшую, так и в худшую сторону, но это уже как бы каждому судить. У каждого свои тараканы. Да. И... С нашей стороны как бы улучшается именно отношение. Если раньше была какая-то предвзятость к русским продюсерам, там вообще в принципе к Восточной Европе, то сейчас их воспринимают как тех, кто может тебя обойти вот так в 2 счета, хотя бы по качеству звука, хотя бы по, если не по идее, то точно по качеству звука тебя обойдут. Как на конференции Коллизиум был парнишка, который работал со Спиннин, там со всеми. Они называли там, типа, вот, как он сказал, русские люди, продюсеры все, они очень могут хорошо скопировать трек. Да, это... Прям вообще идеально, ты даже не он отличишь вроде по звуку. то ли менеджером, то ли... Да, не знаю кем. да? Суть, в том, что даже люди, которые особо далеки от нашей музыки, да, там, жесткого такого EDM, если это можно назвать так, то они говорят, что вот... Русские могут копировать, да, русские но не могут продюсить. Но не могут продюсить. И вот тогда еще, вот когда мы это услышали, это как-то триггернуло. А почему? С чего вы взяли? Почему такой устоявшийся хотелось стереотип? бы развести такой дискасс, потому что, например, мы всегда старались сделать что-то отличное от того, что представлено на рынке, и того, что, мейнстримово. То есть, как бы, мы лояльно относимся и к мейнстриму, и к андерграунду, и вообще к любому виду музыки и искусства. Но вот именно изначально хотелось отличаться от всех. То есть, как бы, мы уникальны тем, что мы вдвоем, и то, что у нас свой взгляд на музыку, и свой взгляд на выступление, вообще на всю подачу. Соответственно, когда нам человек говорит, что русские только копируют, только заимствуют. А вот с идеями все сложно. Да, это немножко... А мы выезжали за счет идей. То есть те треки, которые у нас нам
подарили известность в Европе, они все уникальны. То есть выпускаем мы этот трек, потом появляется 10 или 5 копий, таких же, ну не от нас, естественно, но они тоже выстреливают. Но... Может, даже выстреливают лучше, Да, может, просто да, потому что многие ты из можешь них- бежать либо впереди паровоза, либо садиться в последний вагон. Да. Тут уже Здесь уже как как получится. бы, да, такой момент. И вот, наверное, ну мы стараемся всегда улучшать себя. Да, То есть и попытка доказать всему миру, что мы можем, мы мы все иначе, можем да. это сделать. Радеете да. за отечество. получается. Конечно, ты представляешь свою страну, вообще, в принципе, огромный кусок планеты представляешь во всем остальном мире. И нужно, чтобы они знали, что мы Круто. ничем не хуже. Это очень круто. Да, здесь же написано Great Russia. Вот за эти 10 лет сколько треков уже за плечами? Примерно. Мы не Вообще, считали. в целом, очень Дискография много. очень большая Да. дискография, и у нас... Если брать все релизы, MP3 релизы, тогда еще винил релизы, то, ну, так достаточно много. Если брать не релизнутые треки, которые даже были подписаны, но не выпущены, их очень много, их точно Выпущено больше 100. сколько примерно? Больше 100 точно. Да, Больше 100, да? Разного Ну, качества, конечно же, потому что там, когда нам было лет 16-17, там особо... Нужно было просто делать быстро, много, и, ну, И стараться хорошо, но тогда ты не понимал, что значит качество звука, у тебя не было... ну вот это юношеский максимализм больше, наверное, был. Да, что и не было мониторов, ничего такого. Ты, в принципе, не знал, что в студии можно сделать намного качественнее звук. То есть ты слышишь и думаешь, ну да, у меня, в принципе, примерно так же звучит. Может, даже чуть-чуть лучше, а может, где-то хуже. Но и ты делаешь скидку себе, потому что ты только Да, 2 года это делаешь. и Работала всё. именно в голове такая вот, ну не установка, наверное. Мы общались как раз уже с топовыми продюсерами. И вот Рейден, Овки, который тогда нам сказал, говорит, ребята, сидите дольше над каждым треком, вот прям вдумчиво, а мы не можем. Вот знаешь, вот реально шило в жопе сидит. Вот ты сидишь и дерзаешь постоянно, тебе нужно вот сделать одну идею, хорошо, она уже готова, давай следующую переключаемся, потому что я могу сейчас очень много их сделать. И вот этот вот генератор идей, который работал в нас, он настолько как бы пушил нас вперед, что мы, ну, грубо говоря, делаем трек, в нем 5 идей. Можно разделить реально на 5 треков. Но Это будет очень скучно. да, это будет очень скучно. И для нас вот каждый дроп, он должен меняться, он должны быть какие-то уникальные сбивки и тому подобное. И вот Рейден нам говорит, Нойзи сидели над треком, могут сидеть над треком там 3 месяца, месяц там, может быть неделю, может быть еще дольше. Но, типа, послушай, вот как, насколько у них все качественно, хорошо, добротно, и результат всех устраивает. А устраивает ли тебя твой результат, который ты вот выпустил там полгода назад или там месяц назад? Конечно, когда ты смотришь назад, такой, ну да, я мог бы сделать лучше. Но когда В тот ты, момент да, ты в делаешь тот то, момент что ты сидишь, и ты уверен, что вот это самое лучшее, что может быть. Если ты просидишь над треком еще дольше, то ты можешь потерять уже этот настрой, вайб, весь... И полностью перекроить трек, Да, он будет перекроить совершенно трек, другим. он тебя устраивать не будет. Может быть, он и будет устраивать аудиторию твою и сцену в целом, но вот если он тебя не качает, я думаю, что работа не выполнена. Поэтому иногда лучше было остановиться и послушать. Вот тот первый трек, который заметили за рубежом, да, в Европе, он на какой программе был сделан? В какой программе? А, Fruity Loops. Да, наверное, Fruity Loops. В какой еще? Fruity Loops. Во Fruity Loops. Во Фэл Фэлке, Studio. получается, Тогда да? еще Fruity Loops, да. Отлично. Ну вот, возвращаясь назад, заметили, вот, хорошо, что заметили такую вещь, то, что вы не возвращаетесь, стараетесь не возвращаться к но если бы сейчас была возможность с теми знаниями и умениями, которые у вас сейчас есть, вернуться и переделать тот трек, вы бы переделали или оставили бы его как есть? Ну, вообще, это Flashpoint парадокс. Да. Ну, Переделай его, ты поменяешь все, что будет. ты это- можешь переделать, как круто бы это не было, но если ты переделываешь одно, выстреливает что-то другое, и твой трек, как бы ты его, вот зная тенденции и рост всей индустрии на этот момент, придя в прошлое, ты меняешь всю структуру, и она кардинально, полюса поменялись, и ты все равно остался
недоволен результатом, потому что Да, и даже сделая качественный трек с примерными условностями качества сейчас, сделай тогда в таком же качестве трек, то он просто может не зайти, потому что люди просто не готовы слушать такое, там, например, кристально там чистый там вот Мэфьюс, тогда вряд ли бы он зашел, никто не понимал, ну что это был бы да, вот ликвид когда, какой-то или что-то когда такое. на хайпе был техноид, очень многие люди старались сделать вот так же, как делает Off-Key. Мы старались делать, как делает Off-Key, Position Chrome, перкуссив. Всех удивляло вот это вот... Самобытность звука, то есть... он не был ни на что похож. Да, вот именно это и не совсем техно, и не совсем драм н бейс, но как бы вот какой-то гибрид. Потом все переросло в габу и... Да, и уже когда все стало однообразным, уже, естественно, как бы на спад пошло. И трудно было реально предсказать, что, по сути, бездумная габба-музыка будет качать столько людей и будет настолько популярна вот среди потом всех. эволюционирует кроссбрид. Да, и потом внезапно раз перещелкнула, и она никому не интересна. Все, да ну это уже скучно, это уже прошлый год, прошлый век и тому подобное. И вот не предугадаешь никогда. И даже если ты вернешься, поменяешь, все равно... Скорее всего, вряд ли что-то Да, получится. скорее всего, вряд ли что-то поменяется кардинально. Но вот возвращаясь назад к этому первому треку, это, на ваш взгляд, была больше случайность или закономерность? То есть вы говорите, вы целенаправленно следили за звуком и старались копировать те какие-то веяния, которые шли оттуда. Вот в том-то и дело, что мы не могли копировать, потому что, во-первых, не было Ютуба, не было туториалов, не у кого было спросить. Комьюнити, которое было на Drum and Bass.ru, на DNB-арене, на прочих форумах, ну не такое как бы дружелюбное. И сколько бы даже раз не пытался получить хороший какой-то конкретный фидбэк от топовых имен русских, от просто любителей, все как бы... Все можно написать там пару слов, там, либо удали программу или Alt F4, это все. Были, конечно, там несколько людей, которые реально отвечали, пытались помочь, там, тот же NA, когда мы отправляли трек, там, достаточно такой нерушный, вот как раз когда вот я делал. Старый, он мне расписал, там, это вот, я не знаю, это единственный человек из всех, кому я отправил, он расписал мне таким сообщением, что нужно сделать. Вот, и, ну, это как бы было очень вот... вера в русский комьюнити появилась тогда. Да. Вот. Но, тем не менее, это было достаточно сложно, потому что никто серьезно не воспринимал, и было много случаев, когда кто-то отправлял кому-то треки, и потом этот трек или идея выходила на каком-то другом лейбле от другого человека. Или сэмплы просто нарезались, и вот это опаску вызывало, поэтому мы старались больше как-то сосредоточиться на своем. То есть, вот первый релиз, вот, который нам именно дал, грубо говоря, контакты первые с топовыми продюсерами. Ну, он даркуха была, дарксайд такой, хардстеп, наверное, не хардстеп, да. Чисто вот такая даркуха стала. Да, ну, то есть ломаные амены, все дела. Естественно, мы опирались на какие-то топовые треки. То есть тогда мы смотрели на, по-моему, на Audio Delusional, на Evil Intent, на SPL, Global Chaos и еще что-то вот прям... Limevox уже тогда, да, Limevox. Классические ломаные треки. Но, естественно, ты не можешь повторить тех фишек, которые они сделали, потому что они реально уникальны. И на тот момент это вот прям топ. И ты делаешь, пытаешься сделать что-то похожее, но выходит абсолютно другое. Но меня это настолько устраивало, что вот вроде ты пытался сделать стул, получился стол, но стол реально хороший. И приходится выталкивать стол. Ну, то есть это все-таки была случайность у нас? Как производство. Или заслуженная такая штука? Ну, да, это все, в принципе, все заслуженно. То есть, как бы, если ты стараешься, если ты что-то делаешь, кто ищет, тот всегда найдет. И, видимо, мы нашли свою какую-то нишу там или место, которая вот именно послужила трамплином. Так вот не было конкретной цели, что сейчас я напишу трек выстреливает и все, и дальше я лечу уже как бы на... Ну да, тогда это был просто челлендж для себя, ты просто делал, потому что тебе это нравилось. Прикол. Ну и надо же кому-то это показать все-таки, ну хоть как-то получить фидбэк. Поэтому отправляли, и ну раз зашло, так вот зашло, но никто не ожидал вообще, отправляя, ну гарантии никакой никто не давал, и ты тем более даже не знал, что тебе кто-то Да, и не может было ответить. такого вот понимания даже, Да. наверное, что вот ты написал этот трек выстрелил, значит я должен написать еще 5 таких треков, потому что они реально заходят аудитории, они заходят топовым продюсерам, и я сделаю еще 5 таких треков и еще выше поднимусь. Вот такого не было. То есть мы написали эпиху, потом мы переключились, поняли, что нужно делать еще что-то новое, чтобы
ну это знаешь, как повышаешь дозу. То есть если всех устроило вот это, всем понравилось, значит ты должен сделать еще лучше, чтобы они еще больше восхищались именно твоим продюсингом. Вот представьте, что сейчас по ту сторону экрана сидит тот 17-летний пацан, который, вот, ну, грубо говоря, себя переместит, или, может быть, человек, который, может быть, уже да, ну, постарше, да, такой в зрелом возрасте, но который пишет электронную музыку и очень хочет также выступать как бы на фестивале. Что делать? Куда ему бежать, кому писать, как вообще продвигать музыку так, чтобы тебя заметили? Сейчас уже настолько комьюнити такое развилось. Сейчас электронная музыка не та, которая была, когда мы начинали. Это типа как ты поднимался, да? Это совершенно уже другой уровень. Сейчас как можно в миг подняться и стать топом, как Мартин Гаррикс, например, там, или в то же время можно просто сидеть и 4 года ничего нигде не выпускать, просто потому что, ну, не повезло, еще что-то. Сейчас большая конкуренция, сейчас дело случая. Сейчас очень просто выстрелить и очень сложно одновременно, потому что очень просто, что ты можешь просто попасть именно в струю какую-то, либо хайпануть чем-то, и все, и дальше поперло. И не важно, что ты делаешь, просто один раз тебе повезло, твою музыку кто-то использовал где-нибудь, кто-то потанцевал под нее, кто-то засунул ее в рекламу, ну, естественно, купив там права или еще что-нибудь. И этим ты получаешь аудиторию. Дальше ты уже можешь развиваться. И также трудно, что ты можешь сидеть часами, месяцами над какой-то идеей, вкалывать, развивать именно мышление свое по подачу музыки, и все равно толпе она не будет заходить. Вот как бы ты ни старался, и когда тебе уже руки опустятся, когда ты уже надоест тебе вот это все бессмысленное, грубо говоря, движение, ты вроде расслабился, и люди такие: о, нифига себе, вот это реально новая тема. Ты написал ее 3 года назад, а она вот для людей, для аудитории зашла как новая. То есть нет универсального какого-то совета? Нету. Главное просто работать, делать. Просто работать, да. А куда? Ну вот, то есть, окей, хорошо, я написал там, у меня там есть 10 демок, например, да, то есть куда лучше отсылать? Нашим лейблам, зарубежным лейблам? Смотря на какой рынок ты работаешь. Если ты собираешься покорять Европу, тебе нужно как Целиться минимум на туда, европейские идти туда. лейблы целиться. И есть куча демо-боксов, куда ты можешь просто отправить трек. Просто делаешь музыку и рассылаешь ее как промо артистам, пытаешься с ними списаться, сконнектиться. Сейчас очень много людей, которые очень отзывчивые, очень общительные. Да, Вот и это очень много людей, возвращаясь, которые ищут новый звук. Да, возвращаясь к проблеме, когда мы начинали, что в нашем комьюнити никто практически не шел на контакт, сейчас уже иначе. Многие готовы ответить, многие готовы помочь словом, делом, да. То есть соцсети развиты. Вот раньше, если мы использовали тупо форумы и MySpace, сейчас ты ВКонтакте, в Фейсбуке можешь писать хоть, я не знаю, хоть спам 500 сообщений, тебя увидит кто-нибудь, и все. И, то есть главное работать, главное делать. Из 10 треков один точно выстрелит. Вот вы как-то свои сейчас треки, которые пишете, вы их как-то продвигаете или просто вот выложили в социальные сети и как бы идет? Или есть какой-то некий алгоритм? Ну, особо алгоритма нет, мы делаем треки. Сейчас мы уже больше придирчивы вот к идеям, к качеству. Уже нет того юношеского Запала, наверное. запала, когда ты вот можешь сделать трек, и все. Вот ты его сделал там за час, за два, и он у тебя готовый лежит, ты его там отыгрываешь, уже раскидываешь всем на лейбл. Ты уже сделал трек, покатал его в машине неделю и прослушиваешь, а вот здесь мне это не нравится, здесь мне это не нравится, и ты начинаешь его добивать. Как ты только его добьешь, тогда, когда ты уже считаешь, что он вроде финальный, оказывается, что нет, надо его еще пересвести, ты его опять пересводишь, и только тогда ты уже отправляешь, либо сначала своим друзьям, потом, либо сразу на лейблы. Если у тебя есть конкретный, там, ты готовишь EP-шку, то ты, соответственно, закидываешь на лейбл и говоришь, подойдет ли она к этой EP. Получаешь например. фидбэк. Получаешь фидбэк, что нет, слушай, надо... То есть предработа какая-то. Да, ну, Да, здесь сейчас уже больше, во-первых, потому что... рынок развился настолько, что конкуренция гигантская, и если твой трек не соответствует уровню лейбла, то есть если идея устраивает там тому подобное, но вот если по звуку ты не дотягиваешь, тебе говорят, работай больше над звуком. Ты работаешь над звуком, теряешь время, грубо говоря, и... Который ты мог тратить на идею. Да. Соответственно, тут
баш на баш. Баш на баш, да. Тут нельзя сказать, что какая-то есть универсальная работа. А вот к своим лайвовым выступлениям, да, вот к таким вот, вы как-то готовитесь или это всегда экспромт? Это в 90% случаев экспромт. Раньше вообще у нас был вот 100% экспром, то есть у нас есть треки, которые Мы просто вот приезжаем. Да, актуальные, включаем, и все, у нас есть интро какое-нибудь, там одно из 10, там мы включаем, и все, и пошло, там смотришь на реакцию людей и играешь как... Да, если им прокачивает больше драм н бейс, то включаешь больше драм н бейса. Если прокачивает хардкор, включаешь больше хардкора. Сейчас мы больше стараемся... Вот раньше, как мы играли большинство своих треков, но также использовали именно треки друзей и частенько какие-то мейнстримовые моменты. То есть там Pendulum играли, Сигму. И ты смотришь на реакцию людей. То есть если это заходит, хорошо, но вот хочется, чтобы твои треки также заходили. И поэтому мы начинаем делать в разных стилях. То есть у нас есть техно-треки, которые мы используем, хардкор, хардстайл треки, которые мы тоже используем в ямах, в переходах. И вот весь микс, грубо говоря, все выступление, оно состоит вот из такого рандома. Но большинство из наших треков. Да. И... Сейчас уже, как сейчас появился рекордбокс, ты можешь спокойно закинуть туда треки, у тебя уже все будет готово, и, по крайней мере, ты будешь видеть, что за трек, и можешь поставить меточки, где можно переходить это, то есть намного упрощает сведение. И мы играем только ту музыку, которую мы знаем наизусть. То есть мы не играем незнакомых треков, не играем музыку, которая нам не нравится. Если вот хайпанул какой-то трек, все диджеи его играют. Если он нам не заходит, мы его не будем играть. Кто бы нас не просил, я не могу его играть, мне он не нравится, и все. Здесь как бы вот вопрос вкуса. И поэтому трудно как-то подготовить сет конкретно под какую-то публику. У нас есть какие-то моменты, какие-то треки, которые мы всегда играем друг за другом, потому что мы знаем, что они очень хорошо связываются. По крайней мере, для нас они вообще прям шоколадные идут. И... У нас есть там трек Conflict, и, это не вышедший, и Mind Vortex Underworld. Да. Мы постоянно его играем в связке, потому что получилось так, что структура одного и второго трека, она очень подходит друг к другу при сведении. И ты постоянно, как бы ты ни включил его, ты всегда попадаешь вот именно в тот момент, он просто, заходит очень шоколадно. И вот такие есть у нас переходы. То есть мы прекрасно знаем, что вот за этим треком нужно играть этот, а дальше уже как карта ляжет. Да. Вы сводите по переменке, back-to-back или как? Да, мы всегда back-to-back. Да. Бывают моменты, когда Дима может свести там 3-4 трека, а я подготавливаю следующий, или мы смотрим просто на реакцию людей. И, например, он знает, что сейчас вот люди ждут хардкора. А я считаю, что наоборот, сейчас нужно больше разбавить что-то. Вот. И бывают, конечно, такие моменты недопонимания, но во время сета все равно ты... Был вопрос вот этот следующий. То есть есть ли какие-то у вас все-таки недопонимания во время сета? Конечно, мы же братья. Да. Мы подраться могли раньше, но сейчас уже не деремся, мы просто друг на друга орем. Типа, я поставлю этот трек, ставь заколебал. У нас перепалок не бывает. Бывает, просто начинаешь как-то узатерить друг на друга, если косячит кто-то. То есть обычно мы понимаем друг друга, что кто хочет сделать. Если идет переход, один выкручивает фильтр, второй поднимает частоты, и вот начинается вот эта вот командная работа. Но иногда бывает, что у тебя просто вот руки вспотели, они мокрые, и у тебя просто пальцы съезжает. Или страбик в глаза ударил. Либо страбик в глаза бьет, и ты просто не видишь. И вот рандомно что-то крутишь и не понимая. А он все прекрасно видит и не понимает, что ты делаешь. Ты просто вот косячишь. Я пару раз так закосячил, он на меня сидит, стоит, смотрит, что это вот сейчас было. Я не знаю. Я просто убрал громкость и выкрутил фильтр. Потому что я просто, потерялся. I can't feel anything. It's your dreams. My mind has been set free. It's evolution. This is the future. Как-то еще помимо музыки развиваетесь, вот среди различных музыкантов такая трендовая штука, это
ну, мерч там делают, там еще что-то, какие-то вот, ну, такие же творческие штуки, но помимо музыки? Или только музыка пока на текущий Не, есть у нас, конечно, и с мерчом там занимаемся, и определенные, сейчас определенные моменты решаем, чтобы сделать все это грамотно, не тяп-ляп, как Первое, это да, бывает, мы просто сделали пару партий футболок и свитшотов. Посмотрели, как заходит это на рынке, посмотрели на качество, потому что, делая маленькую партию, ты можешь хотя бы посмотреть на качество и Продукции самой, продукции, да. Если это делать, это нужно делать качественно и хорошо. Не Ну так и, как... соответственно, да, нужно найти... Ну как, разошлось в итоге-то? Да, Да, нет, да. все распродано, да. То есть но- планы-то на дальше есть развиваться? Не, планы, конечно, есть, просто хочется сделать это очень качественно, но чтобы сделать это качественно и так, чтобы тебя устраивало, это будет стоить нормальных денег, а соответственно... И времени. Да, и времени. Если ты это хочешь еще продавать и заработать на этом, то, естественно, тебе и ценник придется поднимать, а твоя аудитория не факт, что сможет заплатить такие деньги за, ну, грубо говоря, за... Мерч, да. Важно. Ну вот про спорт как раз вопрос. То есть я видел у вас в Инстаграме фотка с ММА-бойцом. То есть вы как-то спортом увлекаетесь, я так понимаю. В одном из Да, интервью да. там был вопрос вообще про хоккей. То есть вы фанаты, да? Или... Ну, вообще мы спортом с детства занимаемся. Мы занимались футболом, Легкой атлетикой. легкой атлетикой очень долго занимались, года 4 боксом занимались, Май-тайм, тайским год, боксом, наверное, да, около года занимались. Бегаем. Рукопашкой я Да, еще занимался, да. Да, так что получается, что мы, в принципе, всю жизнь со спортом связаны. И- Бассейн у нас Да, же разряды да, еще у нас есть. же разряды там по плаванию, разряды по легкой атлетике, в боксе тоже, ну, так, получается, что, ну, нам очень нравится, в принципе, тематика сама боевых искусств, ММА, бокс, тайский бокс, К1 и все, что связано с этим. И у нас есть друзья, которые Занимаются этими занимаются, видами, да, этими видами Не только спорта, как и- активно, так и помогают развивать молодых бойцов перспективных. Поэтому, если есть возможность, мы обязательно ходим и смотрим, ну, потому что это Очень достаточно интересно, интересно. и вот эти эмоции, которые ты впитываешь, занимаясь спортом и смотря на профессиональных спортсменов, ты понимаешь, насколько они отдаются этой профессии, как Ты можешь просто провести аналогию, когда ты Выступаешь, сидишь, выступаешь сцене. перед многочисленной там публикой, да, и ты примеряешь на себя именно тот момент, когда ты стоишь на ринге, вокруг тебя сидят тысячи людей, и против тебя такой же противник, как и ты, может сильнее, может... твой конкурент, да, и говоря, и вот вы схлестнулись. Также мы, получается, на сцене проводим какие-то спарринги, бои, получается. Но вы, то есть, следите за тем, что в этой нише творится, в этой спортивной, в ММА и Я бы не т.д. сказал, что очень хорошо в этом разбираемся, но да, у нас Есть определенные познания просто Да. на уровне Любителя. Да, То есть то мы есть- знаем, кто там сейчас в фаворе, кто-то там, у кого какой бой, кто что проиграл, кто выиграл. Но так, чтобы детально знать что-то, вот как знают это вот фанаты хорошие, то нет, такого нет. То есть Круто. мы тоже написали гимн для клуба Единоборств. Да, тайского бокса в Сургуте. Это тоже как бы очень для нас важная тема, потому что мы хотели поддержать клуб и И продвигать свою музыку. свою тоже. музыку именно в спортивном плане. Это очень дорого стоит, потому что если ты неравнодушен к этому виду спорта и к этой всей сфере, то и хочется какой-то вклад. коллаборации, да, внести вклад. То есть вы открыты в этом смысле? для Конечно, предложения? да, да. У вас довольно такой плотный гастрольный график. 28 числа вы уже будете в Голландии, насколько я знаю. Вы успеваете в этих поездках заезжать домой, или же вы как-то планируете свои перелеты так, чтобы подольше, наоборот, остаться в какой-то стране, где выступаете, или, наоборот, пораньше прилететь, чтобы передохнуть, вот это вот все? Или вы обязательно заезжаете домой для того, чтобы... Раньше было так, что можно было остаться на дня 4, на 5 и там подождать Погулять следующую по стране. вечеринку, да, погулять по стране там, или Ну, по городу. По городу, да. Но сейчас это больше как ты приехал, отыграл, уехал. Потому что так проще. Иногда
тебе лучше приехать домой, потому что Дома ты всё-таки- отдохнешь. Да, дома ты отдохнешь, есть какие-то дела, которые нужно закончить там за всю неделю, доделать те же самые треки, потому что выступая вот в Португалии вот неделю назад, нам нужно было приехать и представить наши новые треки, которые мы будем выпускать на лейбле португальском. И они вроде бы все и готовы, но один трек не готов. И ты сидишь в последние там за 4 часа до самолета, ты его доделываешь, чтобы хотя бы отыграть. Попробовать Вот. его. Да, и так вот бывает, что вот, например, сейчас будет проспект, и вот как раз таки Голландия. К проспекту И- мы как раз выпустили EP. которая вышла, кстати, Да. вчера. И если бы она выходила как раз-таки вот 28-27 числа, нам нужно было бы уже точно знать, что мы представим вот эти треки и тематически подходящие к этой эпишке новые треки. Поэтому лучше приехать и в понедельник и закончить их до четверга. Ясно. Как-то так. Вот вы внешне похожи очень сильно и даже так специально подчеркиваете такие вещи. А есть ли что-то такое, что, ну вот прям сильно вас отличает? Например, какие-то вы любите разную еду, там, я не знаю, разную привычку, разную одежду, не сценическую, разных там, не знаю, типажи девушек там. Ну, в девушках у нас, конечно, разные вкусы. Это как что отличает личность, да? Ну, да. Вот. Пум-пум-пум. В еде есть, конечно, тоже свои предпочтения. Но, в принципе, у нас почти одинаковые предпочтения. Там единственное, там, может, какие-то там моменты есть, что я больше там люблю где-то какие-то овощи, а он их вообще не может терпеть, там, или фрукты. Есть какие-то вот такие вот различия. В плане одежды я не думаю, что у нас есть большие... Ну, трудно сказать. Да. грубо говоря. Потому что вот, например, если мы зайдем в магазин, я скажу, вот эта вещь, как бы, ну, она мне нравится, хорошо. Ему она не зайдет. Но в теории и он бы ее носил, и я бы ее носил. Но вот я не пойду ее покупать, если, грубо говоря, она ему не заходит, значит, возможно, я поторопился с выводом. Бывает такое. Потому что мы очень хорошо друг друга знаем, и если одному что-то не вкатывает, а другого это вкатывает, то тот, кого это вкатывает, он 10 раз подумает и... Лучше, да. А вот почему? как-то Потому анализ что, провести какой-то. потому что по статистике, когда обоим заходит, значит это круто реально. Но... Также и с треками, которые мы играем. У нас мы получаем очень много промок сейчас, и отслушивая материал, я говорю, да, вот это обязательно надо сыграть. И Леха сидит такой, ты уверен, что его реально вот нужно будет отыграть? Потому что у нас есть похожий трек, который мы можем сыграть, который мы не играли еще, вот из наших именно. Сидишь, прикидываешь, ну вроде да, вроде нет. И вот в период этого обдумывания, да, анализа, осмысления всего, приходишь к какому-то консенсусу вместе. И потом уже решаете, да, нет, да, нет. Слушайте, ну круто, это прям вообще классно, когда вы такое взаимопонимание, особенно обычно между родными братьями не всегда есть такое хорошее Ну взаимопонимание. да, да. Многие Ну, обычно мы еще- все время вместе, поэтому мы... Hit me with those laser beams. Laser beams. Предпоследний вопрос на сегодня. Фотка в Инстаграме меня очень удивила. Девушки-бортпроводницы, которая показывает чулки. Расскажите, что это была за история? Это... А мы часто летали просто Czech Airlines. Да, и мы очень увидели. часто в Чехии бываем и летали Czech Airlines. Изначально мне кто-то скинул эту фотку. Говорит, ты ее видел? Потому что, ну, часто же летаешь. Я говорю, ну, вроде нет. Но она реально хорошенькая. И я отпостил, но вроде написал, что это Russian Airlines. Потому что по расцветке вроде похоже было на авиакомпанию «Россия». И потом меня поправили, что это Czech Airlines все-таки. Вот, поэтому это не моя фотка, но ну, я бы тоже сфотографировал. А бортпроводницы вообще оказывают вам внимание, нет, какое-то? Или они пока они не знают, кто вы такие, и как бы так? Нет, были моменты, когда на границе узнавали, прям проходя границу. А вы куда летите сегодня? Да, спрашивали, там, желали удачи и все такое. Традиционный блиц. Вы называете 3 вещи, которые вам наиболее всего нравятся. 3 лучших музыканта планеты по версии Ганчера и Руина.
Не обязательно электронная. На данный момент. Да. Я думаю, что не важно в каком порядке, это вот просто Без только разницы, да. Просто от меня лучше. от него или Да, все. да, да. Нет, ну как считаете, если одинаковые, то Хорошо. Я думаю, Матис Садко. не обязательно электронные, то есть Нет, это могут быть. да. Я поэтому и обдумываю. Джордж Майкл. Джордж Майкл, да. Scorpions. Это мои три. Пускай будет. Так, ну, Джордж Майкл я сказал, да. Тогда у меня еще один есть. Джордж Да Майкл не важно, прямо нет. любите, да? Ну, очень хорошая музыка. Я вот, если просто брать в целом музыку, то Да, мы это на самом деле такой- не разводим границ. Я, в принципе, соглашусь, да и все. Это будет проще, потому что я буду очень долго думать. 3 самых крутых музыкальных фестиваля. На Tomorrowland. которых мы были или... Вообще без разницы. Вообще То есть без разницы. Я думаю, Tomorrowland. Tomorrowland точно. Ультра, наверное, Ну, я только на видео смотрел. Да, если вот, которые мы еще были, ну, пиратская станция точно. Да. Круто, хорошо, что отметили На отечество. World of Drum and Bass еще тоже. 3 самых любимых блюда из еды. Пюре с котлетой и огурцом. Да, маринованным. Маринованным, да. Потом... Мой топ это точно тыквенный суп. Да, соглашусь. И яблоки в карамели в Танжене, да. В ресторане, в китайском ресторане Вы Танжен. прям одно и то же блюдо, да, любите? Да. Не, мы просто понимаем, что... Это топчик. Да, вот там топчик это, да. 3 артиста русской попсы, которых слушали в детстве. Русские попсы. Андрей Губин точно был. Потом Меладзе. Ладно, был. Ну, Киркоров, да, но все его слушали из такого... Сейчас вспомню. Не вспомню даже. Кино, может. Ну не попса Да, будет, да, конечно, да. но вот именно вот в детстве прям было кино, потому что папа нас слушал, там вот тоже вот русский рок старый, вот это. Сейчас, из хороший, попсы там да. что-то А из попсы. Просто с детства из попсы я даже тогда не разбирался, что такое попса. Богдан Титамир. Да, он крутой. Пляшут твои типа Титамира Тимати. Телочки водите, секьюрити, выйдите. Ну и вопрос последний, такой Конечно, короткий я в рамках видел, что Блица, попса. который, мне кажется, беспокоит всех девчонок, фанаток, потому что вы такие завидные женихи. Блондинки или брюнетки? Кому какие нравятся? Обе. Обе. Цвет волос не всегда играет главную роль. Да, главное харизма, подача и... И кто-то есть на самом деле. Да. Потому что за волосами можно скрыть все что угодно. а толку То есть вы никакого. цените больше харизму? Ну, Я ценю то, что внутри, кто как может себя раскрыть. Она может быть невероятно красивая, но совершенно пустой. Она не сможет поддержать разговор, потому что я люблю разговаривать на очень такие широкие темы и достаточно... Мне очень важно знать, что человек очень достаточно образован, чтобы поддержать любой тип разговора. Это очень приятно, когда ты можешь пообщаться не просто о машинах, о деньгах или там, не знаю, о красивых вещах или пейзажах, а ты можешь просто поддержать какую-то IT-беседу, не знаю, о науке или просто помечтать, и чтобы тебе дали такой ответ на, там, не знаю, твои мечты. Там, Было ли или такое, желания. что фанатки прям атаковали вас? да, Да, конечно, да. было. Приходилось сбиваться. Не, да, ну, а с моей, если стороны, то мне в первую очередь, наверное, харизма. Вот именно то, как человек себя подает, то, как он ведет себя. Понятное дело, что можно это все наиграть, да, фейк такой сделать, но я частенько чувствую, когда человек мне врет, или вот он пытается выглядеть так, кем он не является, или кем он не может быть, в принципе. Но вот да, конечно, я соглашусь с Алексеем по поводу подачи и ведения человечности какой-то. То есть, если девушка может себя позиционировать как хорошего человека, как правильного человека, она ведет себя, она образованная, это играет большую роль, чем просто какая-то страсть, красота и вот формы и тому подобное. Ну, естественно, мне нравится Ну, стройные. это классно. У девушек сейчас отлегло у многих, наверное, у половины России.
Да, ну и в завершении нашего интервью все наши гости дают зрителям какую-то полезность. Например, один из предыдущих драм-н-бас музыкантов говорил, что ему можно писать в личку на тему того, что, ну, типа, прокомментировать треки. Что-нибудь, какая-нибудь, любая маленькая полезность от вас, не обязательно такая же, но чтобы вы могли, там, допустим, не знаю, что-то ссылочкой дать. Слушай, Мы всегда отвечаем. Мы всегда отвечаем по возможности точно. Даже если нет возможности, мы можем ответить там спустя неделю там, или полторы. Просто, может быть, потерять сообщение, еще что-то. Ну, мы всегда рады помочь. И, чем можем, Да, и поможем. если реально нужна наша помощь или конкретно наш совет, то мы всегда за. Потому что, например, за последние вот 2 дня у нас в Инстаграме, не знаю, сообщений там 300, наверное, каких-то пришло. Ну, от фанатов большинство, но очень много спрашивали, задавали вопросы, касаемые именно продюсинга, касаемые выступления. И мы отвечали на все. И многие из тех людей, кто нам задавал вопросы, они были удивлены тому, что мы вообще ответили им. Когда вы даже реально находите время ответить. Я говорю, ну, когда есть время, да, мы отвечаем, потому что... Можешь потратить часа 2, отвечая просто, ну, ты можешь расписать огромным ответом, а можешь просто ответить, да, окей, присылай. Там, да. Ну, или там просто, мне понравился трек, не понравился, все. Ладно, ребят, Ну, круто, всегда спасибо честно. большое Всегда честно отвечаем. за интервью, было классно. Спасибо. Рад был с вами познакомиться, Взаимно. и я надеюсь, мы с вами еще увидимся. Да.